Интересная новость публикует Мэш. Власти Литвы, Латвии и Эстонии официально открыли свое воздушное пространство украинским беспилотным летательным аппаратам для атак по Петербургу, Ленобласти и северо-западу России. Ранее полеты разрешали кулуарно и единично, опасаясь ответной реакции. Сейчас, значит, не опасаются, значит, что слабеет Россия, видимо. А по нашей информации пишут также для атак на северную столицу украинские. Мне кажется, вот это канал Мэш, наверное, он дискредитирует российскую армию. То есть они фактически дают понять, что ну как бы все, не страшно. Значит, армия ни на что не годна. Ну, наверное, я не знаю, про что они имеют в виду. Не уточняют. По нашей информации, вот по их информации, для атак на северную столицу украинцы используют установки в Черниговской области. Для понимания, 850 километров по воздуху и пролет над Брянской, Смоленской, Тверской, Новгородской, Ленинградской областями дотянуться до города на Неве практически нереально. Альтернативный маршрут, который для ВСУ открыли страны Прибалтики, включает в себя облет Беларуси через Польшу, Латвию, Литву, Эстонию и акваторию Балтийского моря. Плюс это дает открытый выход в Финский залив. А я что-то вот не знаю, это интересно, подтверждает информацию, это же опасно. То есть как это они сказали, летите? Ну тогда бы умнее, наверное, было разрешить поставить какие-то запускалки. Или я просто не очень в этой военной, значит, фигне я понимаю. Но может запускалки, наверное, проще было поставить. То есть не, а так над нами летят. Значит, летят какие-то штуки над нашими странами, там, над нашей зоной. Да, я просто, то есть, полетели так, это они в облет летят, да, то есть как, вот местные жители такие, сейчас в облет упадет какая-нибудь. Я к чему? Потому что они же упасть могут, а потом у них свое ПВО есть, то есть, а как они различать будут? Так, эти, значит, на север полетели, это к дождю, да, а если с другой стороны полетят, они как, или они уж могут подумать, что возвращаются домой, значит, ну, что-то не захотели они-то приземляться, назад полетели. Я просто их путать, наверное, будет. То есть, в какую сторону летят. Я, кстати, вот не знаю. Это возможно различить, что так, это, значит, туда летит. Ага. Это, значит, вот она вот там пролетит, да? Как вот, ну, ПВО у них есть или нет? Они такие, это правильные летят. А эти какие летят? А это хрен знает, какие летят. Я просто, как это работает все. Ну, я не знаю, ну вот публикую такую информацию. Не знаю, кстати, наверное, подтвердится. Ну, ерунду не стали бы публиковать. Значит, по нашей информации, для атак на северную столицу украинцы используют установки в Черниговской области. Для понимания, 850 километров по воздуху и пролет над Брянской, Смоленской. Ну да, это был альтернативный маршрут, который для ВСУ открыли страны Прибалтики. Включает в себя облет Беларуси через Польшу, Латвию, так, ну, Литву, пока Эстонию, так, и акваторию Балтийского моря. Это плюс дает открытый выход на Финский залив и обход системы ПВО в регионах. Ну, не знаю. Там, значит, Питер, пишите, что там, как у вас, пролетают с той стороны. Значит, начиная с 22 марта под Петербургом уничтожили, ну, вот более 100 беспилотников. Ну, опять же, да, откуда? Если действительно оттуда, кстати, да, вот интересно такая-то, значит, информация. Рекордная цифра, а почему же они не боятся ответной, значит, реакции? Которая, значит, рекордная цифра за все время. Почему Лукашенко сейчас, наверное, им скажет, вы что, охренели, что ли, так нельзя вмешиваться, да? Он же, Беларусь, она, значит, он там автомат сейчас подарил, сейчас он заберет у Ким Чен Ына обратно автомат, и он позбивает все это дело. Вы там полегче, значит, с облетами, да? Вот у меня прям возмущение внутри. Значит, целями, я правильно понял, возмущаться же надо. В Литве в ночь на 24 марта упал украинский дрон. Вот, видите? Что это упало, говорит? Это так надо, значит. Это того, кого надо, упало. Вот так. А это что упало? И дом рядом прилег. А это того, кого не надо, упало. Да? Как разговоры-то будут на улице, я пытаюсь понять. Значит, в Литве в ночь на 24 марта упал украинский дрон. Упал, лежит, они говорят. Что лежишь-то? По словам литовского премьера, значит, они, наверное, рядом собрались, там все премьер собрался, говорит, лежит. Понимаете? Значит, ВСУшный аппарат сбился с курса. Ну, конечно, там собьешься, столько летать-то. А вы бы не сбились, там через 100 стран. Лети туда, лети сюда вообще. Понимаете, да? Стань рыбкой, стань этим, стань тем. Значит. А вообще летел в Россию. А вообще, ты вообще куда летел, его спрашивают. Там полицейский подошел, говорит, слушай, ты, друг, у тебя паспорт давай показывай. Он говорит, я в Россию летел. Значит, в Латвии и Эстонии власти также подтвердили, что найденные накануне обломки, он сломался, пока падал, принадлежат Украине. Говорит, обломки принадлежат Украине, ваши обломки забирайте ему, говорит, наверное. А они говорят, мы не будем собирать. Я не знаю, слушайте, ну и новость, вообще кошмар какой-то. Не знаю, пишите, что думаете, я аж растерялся, я весь в ужасах. Ну так, на бушку что-то шлепнется, тебе скажут, так надо. Вот так, все, будь здоров. Поломался, пока летел. Ужас. Это просто кошмар.